Леха, терпи. Ты сможешь сам выйти? Терпи. Открываются двери, и ты понимаешь, что там просто все в кровище. Куча раненых. Вы хватаетесь с водителем за одного, а он говорят, нет, не трогайте его. Ему уже не помочь. Помоги потихонечку. Давай, через не могу. Лежал уже на спине, тваром вверх. Такой думал, что як все глупо скончилось. Догнем, догнем. Спочатку было обвешено о створенні роти білоруських добраахвотнікаў, потым уже докладно 9 сакавіка было обвешено о створенні батальёна імя Кастуся Каліновскага. Ён быў створаны беларусамі, якія прыехалі ва Ўкраіну яшчэ на пачатак 2014 года на Майдан. Прыехалі крыху пазней, 15, 16, 17 год, прыяднались да беларускага добраахвотніцкага руху. Яны былі той костяк, які склаў основу белорусского подроздела. У меня была пауза в боевых действиях. Я с 14 по 18 год принимал участие в боевых действиях. С 18 по 22 у меня был перерыв. И с новой фазой агрессии России, с новым витком 11-летней войны я вот присоединился. Давай, давай, брат, давай! Давай, Первый прям бой, который у меня состоялся с очень плотным обстрелом, с 200-ми, с 300-ми, с оказанием медицинской помощи, с просто работающим всем, чем можно по тебе. От стрелковки и БМП, которая прям над тобой разваливает, ты видишь, как второй этаж дома, около которого вы упали при обстреле. Там, до артиллерии и прочего, когда ты кричишь, есть рядом медик в виде 300-х, а тебе кричат нет. Вот это вот все, полноценный бой, первый, который был у меня случился в марте в Ирпене под Киевом, он меня снова привел в такое чувство, что после момента, когда все утихло, то есть подъехал пикап, мы загрузили 300-х, 200-х, то есть раненых и погибших. Я не курил очень долго до начала этой фазы, я сидел, курил сигарету одну за одной и просто смотрел в одну точку, и у меня было состояние, как будто это мой первый в жизни бой, как будто до этого 4 лет, 3 с чем-то лет не было участия до этого. Уже после первых серьезных боевых это были задачи Гостомель, потом Буча, где-то в начале марта. К нам начали ехать больше людей. Пришлось создать адекватный механизм, чтобы люди приезжали, потому что ситуация такая щепетильная, то есть как бы белорусский паспорт, все ТРОшники срутся от белорусских паспортов, не хотят пропускать, ставят лицом до капота. Белорусы очень тяжело доезжали вот в первые группы. И когда нас стало приблизительно рота, 100 человек, начала сформироваться мысль, что белорусы хотят защищать Украину. Еще очень важным аспектом было оформление. Нам было очень важно, чтобы люди были оформлены с военными билетами официально, потому что белорус не может просто находиться на территории Украины без каких-либо документов. И так получилось, что оформление тоже стало своим ключом для того, чтобы мы сделали выбор в сторону официального подразделения. Теперь ребята имеют военники Сбройных сил Украины. Это тоже очень большой плюс. Мы рассчитывали на 100 человек, на размер роты. Мы не могли даже подумать, что в первые неделю того, как мы объявим о создании белорусской роты и сделаем телеграм-бот, у нас поступят сотни заявок. Около 700, если я не ошибаюсь, заявок было за первых сколько-то дней. И мы поняли, что это объем батальона, даже если пускай каждый третий из них присоединится условно. Поэтому заявили о создании батальона. Тогда же и родилось название «Батальон» Кастуся Калиновского. Ну и
Впоследствии мы начали расти, выросли в полк. Знаходимося ми зараз в Запорожській області. Конкретний пункт називати вже не будемо. Ось. Що ми тут робимо? Ми на бойовому чергуванні з автоматичним гранатометом Heckler & Koch GMG або німецький шматок лайна. Умови у нашому гэтым підвалі дуже файні. Я упершыню за війну почав ходити в кроксах. Ось, бо тусуємося тут уже 7-й день, і я, звісно, можу 5-6 днів не здимати ботинки, але то таке. З мінусів виход прямо на ворога. Ось, тому какая-нибудь маленькая пищащая погонь может спокойно залететь и взорвать нахрен наш увоход. Вот это наш вход в подвал, соответственно. Вот. И он в прямой видимости пидор. То есть вот напрямую прям туда ровненько пидоры. То есть, в принципе, вход находится не очень удобно. Не очень удобно, потому что прямая видимость, но вариантов не было. Поэтому мы, собственно, этот дверь не закрывали, ничем не перекрывали, чтобы не палиться, что мы здесь. Якобы раздолбанный подвал, в котором, ну, вряд ли кто будет жить. Вот, если бы мы ее перекрыли чем-то, сразу бы спалили то, что здесь кто-то находится. Поэтому стараемся все максимально не трогать. То вот там вот прям за окном уже прямо прямой вид пидор. То есть там уже не очень хорошо нас видят. То есть дрон легко срисовывает эту территорию. Вот, поэтому в проеме вообще лучше никогда не высовываться. Это самое опасное место, которое может быть. Он, по сути, в зоне прямой видимости здесь. Вот, собственно, видите, здание полностью выгоревшее. Сюда не раз прилетало, поэтому думают, что у нас уже здесь нет. Вот, а мы здесь. Я вам зараз покажу, де суть із 5 каліноут. Почнемо з самого неприємного. Стиральне відро. Вішаєш його пакет, робиш свою чорну справу, потім зав'язаний пакет кидаєш сюди, при можливості по сіряку викидаєш. Інакше тебе спалить дрон і заб'єш. Далі. Наші пісуари. Сиш бутилку, виливаєш так само при можливості. Пойдеш на вулицю, заб'є. Ну, а зараз більш приємне. Квартирне питання з полком Каліновського. Як там ця дурна програма називалась? Як ви бачите, там ми срем, тут ми жрем. А тут готуємо, як жрати. Ось. Все побач, не відходя від каси. Тут спим. Тут назиральний пост командира, то есть мой. Електроенергію нам дає Екофло, яке підключено генератор. Генератор знаходиться зверху, у самим будинку. Накрываем пленкой, чтобы сильно не отсвечивал теплом, потому что тепло очень легко выпаливается теплаками, тепловизионными дронами. И если они такое спаливают в темноте, это это очень хорошо видно. Сразу признак того, что здесь кто-то есть. От Екофло у нас отримують живлення радіостанції, ліхтарики, камери, на якої гэта здимають, телефони, планшети, ну головне Starlink і ще раз Starlink. Бо часи, коли ти мог 5, 6, 7 днів сидіти без інтернету на позиції, скончились, коли ось гэта приблуда до нас приїхала. Як зараз так сидіти, я вже просто не уявляю. Тут у нас частка інструмента, доволі таки велика. Тут шмат чого розного. Ну, от так. Частка бика у нас зверху, частка знизу. Як ви бачите, весь гэтый мішок, гэта каля 350 гранат для нашого автоматичного гранатомета. Ось.
Ну і обов'язково повинен бути на кожній позиції медичний заплечник. Бо, як показала моя минула ротація з купою 300-х і 200-х, лепш, каб ён був. Бо коли б його у мене не було, у смежників 200-х було б більше. А ось тут уже потікаріє. Так як уваход в наш комфортабельний і утульний підвал знаходиться у накерунку противника, ми починаємо копати додатковий вихід. Оп. Накопали ми покуль не так шмат, але будемо протягувати цю працю. Як ви бачите з мішків, які ми отуль достали, ми умацавали ось гэтую боковую стенку. Коли какая-то паскуда залетит до нас у подвал, боец-кажанчик не забаранился. Гэта наша спальная метка. Нам пашанцавала. В гэтым подвале працавалі іншыя хлопцы до нас. Таму тут ужо былі некія канапы, якія прыцягнулі з суседніх разбураных будынкаў. Вось. Таму ад нас толькі спальнічкі. В таких умовах мы сидим на гэтай позиции тыдзень плюс-минус. Ну что, зараз мы выйдем в ад, то бок наверх, каб послухаць, что там за адбываецца, паглядзець трошки і уключыць генератор, бо экафлоха садится, і надо гэта зрабіць, пакуль яшчэ не дуже цёмна. Погнали. О, так оно нормально, пораз. Тихо. Каністры 10-20-літровай на тыдзень на эканомным варыянце працы. Уключаем мы яго 2 разы на дзень, раніцай і ўвечары. Задача выполнена. Так, ну а що тут у нас? Перед вами автоматичний гранатомет Heckler & Koch GMG. Вось. Стреляем мы отсюль. Для того, каб стрелять и не спалиться, нам прыйшлося разбурыць стенку. Вось, тому что мы знаходимся у прямом и видимости от русских. То бок, ну, от нас километр, и там уже нам ручкой могут помахать. Як бы у фальную погоду, калі у тебя есть некий бинокль ці дальномер, ты там побачиш когось і можеш помахать. Вось. Карцей, працуем адсюль, трошки поламали стенок. Та стенка была зломана, туды, походу, танчик влупил. Трошки замаскировали, теперь это выглядае неяк так. Позиція за час працы показала себе дуже файна. Нас не спалили за 2 тыдні актыўнай працы. Вось. Так що, я думаю, гэта поспех. Ну і на гэта можем сыходзіць, бо мы стараемся на вуліцы з'яўляцца толькі па справах. Чым менш мы праводзім тут часу, тым больш шансаў, што мы выжывем. А смецце мы стараемся выкидывать вось сюды, ці выносіць кудысьці падалей. Ну все, пошли внутрь. Ну і, дарэчы, вон там вот, те будынкі далей. Ты показывай туды, хуй на меня глядишь. Вон, там рассеется. Все, поглядели, можем сыходить, бо тут небяспечна знаходзіцца. Кажанчик, солнышко, а не хочешь повыливать мочу, выкинуть пакетики? Пакеты в соседний этот гараж, сарай. Выливать, в принципе, можно туда же, только там вот так вот сбоку обходишь. Там прям, ну, нема стенки, там с дрона, там до хера хлама, и там с дрона не бачно, что там, где и как. Незаменимая вещь. Здесь у нас за шторкой находится наше замечательное ведро для справления нужд. И освежитель воздуха — это лакшери, потому что, как говорит один мой коллега, воевать надо с комфортом. О, кофеек. Чем питается
обычный особовый склад. Он питается такими вот украинскими сухпайками. Они очень хорошие, вкусные, сытные. Обычно таких я съедаю в день 1, ну, максимум 2 штуки. Стараюсь есть меньше, чтобы, как говорится, меньше какаешь, меньше выходишь на улицу, больше живешь. Поэтому в соображении безопасности вот такой сухпай и, может быть, 1 сухпай и, например, 1 вот такой вот глэц или рева. Рева, который лапша быстрого приготовления, а не алкогольный энергетик. Вот, так вот мы питаемся. Кроме того, с собой можем взять всякие батончики, то вот. Все, что есть в ВТБ, вот эти печеньки я особенно люблю. Брауни, они протеиновые, там, по-моему, 15 или 12% протеина. Они очень сытные. Там буквально там чаем 2 штуки съесть, это вообще милое дело. Ну и понятно, с собой там можно хлеб, взять орешки вот такие вот. В целях экономии воды мы используем вот такие вот нагревачи їжи. Есть такие вот покупные, есть еще, скажем так, неплохие в новых украинских сухпайках. Ложишь туда, собственно, сам нагревач, заливаешь туда там буквально там 100-120 мл воды. Это, ну, прям вообще мизер. Это даже там полчашки кофе условно, да, оно разогревает еду там за там, 10, 15, 20 минут. Еда уже будет теплая, либо горячая. То есть, как бы на холодных пайках зимой особенно не съешь, а когда ты съедаешь такого горячего, такого сытного, оно прям плюс 5 к настроению, там плюс 10 к морали и боевому духу. Короче, вот такая вот еда там. Go vegan! Зараз 2:30, и у меня сніданок, бо я всю ночь ни хера не спал. Вот. Буду жрать какую-то веганскую бормотуху из норвежского сухпайка для веганов. Доливаем до узровня, перемешиваем и кайфуем. З великим специфічного веганського харчування мне жрать на позиции трошки геморройнее. Вот. Тому что, коли хлопцы берут ежу на усіх, на мяне гэта не распушваецца. То бок у меня есть специальный заплечник, які вешаецца на мой асноўны заплечник, у які я кладу ежу. Што асноўным я ем? Так, сублімат. Украінская ўлада нібыта ўжо ўсё ж таки зрабіла на 3-й год войны. Тут яна уже можа і скончыцца скора, они только додумали. Веганскія пайкі. Вот. Я, правда, іх вочы пакуль не бачу, але чуў, што яны ёсць. Колькі раз ты еш, ну, пытанне цікавае, все залежыць ад умоў. Калі, як тут, ты в прибиральню ходишь прямо в подвале в пакет, ну, можно и побольше поесть. А в умовах, калі як бы тебе трэба поесть, каб ты просто не здох, а срать нема магчымасці, ну, ты намагаешься просто там один разочек что-то перекусил и забыл. А вот гэта рэч незвычайная для цивільного. Хлеб в жестяной банке. І ніякія мыши не съедят. Ну, з мышами ситуация цікавая, бо на самой справе ни хрена ты за меня зробишь. Кота только если завести. Бачу, что люди ставят мышеловки. Люди набывают всякие яды. Я у Минківки, это такая вёска под Бахмутом, весною 23-го за 3-дзённую чи 2-дзённую ротацию зловил 7 мышек, рассажал их в банки розные и просто потом, коли мы съехали, я их отпускал. А если вы это глядите и вы решите подтримать целых 3 веганов в полку Калиновского, или 2, то вот, запоминайте фирму, дуже смачно, набывайте себе, мне. Трошки розповіду про особисту гігієну у наших не дуже приємних умовах. Ось, є 2 засоби. Перше, вологі серветки, лепший засоб у світі. Туалетный папір, руки помыть, посуд помыть. Короче, все в одном. Вот просто лепшее, що придумало человечество. У кожного вайра з собою по кілька пачок, бо ну, на усі випадки життя. Ось. Інша тема – це от такий от душ. І зараз я вам покажу, що з ним робити. Триптиз, все заради перемоги.
Пригод же не будет, выбачьте. Ты шо внутри? Внутри вот такая губка, пакуночек с водичкой. Все сразу есть. И рушничок. Вот. Мы берем пакунок с водичкой. Заливаем его вот сюда. І отримуємо губку з, як бачите, з густою піною. Далі це використовується вже на себе любимого. Губок у нас таких не шмат, это другая. Першу я вже потратив. Бо 7 дён вонять это, конечно, такое себе. Вот. Так гэта выглядае. Адразу пачынаеш 2 раза менш смярдзець, што ўжо дуже прыемна. Пасля гэтага мы берём вось такі вось файны рушнічок. У розных версіях іх бывае нават 2. И, значит, всю эту пеночку с себя прибираем. Трошки лепш. Адчуваеш себе уже нормальным чалавекам. Гонар і годнасць з'яўляецца адразу нейкая. Вось, бо, ну, калі ты сидишь тут на позиции по 7 дзён, то уже прям адчуваецца, що щось не так. Для гігієни інтимної зони ми використовуємо вологі серветки. Вибачте, я вже на камеру показувати не буду. Надо будет выкинуть. Скручиваем все и аккуратненько выкидываем там, где это не меняет рельеф нашей местности, чтобы не спалиться, короче. На вулиці зараз 10-2. Ось. У памяшканні, я думаю, што тэмпература градусаў можа 5 якіх. Гэта сістэма падагрэва з каменем. На ёй можна пагрэць ежу, а заадно нагрэць камень, які будзе трымаць цепло нейкі час і тым самым абгревае памяшканне. Калі прапанавы балон уключаецца, пламя падымаецца, камень нагреваецца, праз гэта грэецца ежа на ім, а потым ён яшчэ даволі такі доўгі час астывае, тым самым падагревае пакойчык. Сегодня была подбита одна из наших БМП, которая везла БК. Один военнослужащий, к сожалению, загинув. Они наехали, и 2 300-х. Вот, это не очень доброе утро было с таких новостей, но это война, и, к сожалению, такое ощущается. Это было Харьковское направление. Нужна поддержка, прием. Задача перед нашей группой была захватить ВОП противника, взводный опорный пункт противника в районе 30 человек. Нас было в районе 15 человек. Отработали, выкинули вторую. Одну мы оставляем. Сапер идет первый. Отработали трубы и откатились. Мы работали 2 группами. Группа людей, которые должны были отработать с одноразок, это одноразовые гранатометы. Группа, в которой был я был пулеметчиком, она работала немножко на оттяжке, на расстоянии, немножко дальше. Давай еще вперед. Вниз и туда. Блин, херово видно. Может быть, обойти оттуда. По низу. Зайдем с левого фланга. Так. Стой. Слушай. Вон там впереди, слева от столба, треножник. Слева от водонапорной башни стол.
Это, наверное, и есть один из эндажей. Но если мы сейчас пойдем, и оттуда по нам начнут палить, да, дело дрянь. Будем на открытой местности. Сюда, сюда! Я иду до столба к 15. Готовься. До той зеленой. Это, возможно, по нам. Слышишь? Да. Это по нам. Первую группу срисовали на подходе. Они выходили на огневой рубеж, хотели подобраться как можно ближе, чтобы увеличить шанс попадания. Их там срисовали, открыли по ним огонь. Бля. Выстрел. Бляха-муха, перелет. Борзум, отползаем нафиг. Назад, назад, потихоньку. Доходим до рва, а потом будем думать, что делать. Придется упреждение брать А если хорошее. отсюда прямо ***нуть? Можно и отсюда. Как? Но, блин. Попал. Куда? Куда попал? Он прострелил, по-моему, этот. И мне в броню что-то прилетело. Ну, ясно. Посмотри, тут ничего нету. Вернись на спину. Да. Он тебе гранату попал. Вот На гранату. Тому бойцу прилетела граната, она могла взорваться. Ему просто повезло. Ну что, тебя спасла лимонка американская. Я выбросил нафиг. У нее вверх 1/4 разворотила. Ложись, ложись. Собаки, а? Подогнем, подогнем. Бляха-муха. Он перевернулся у меня. Плюс, плюс. Давай следующую. На все, на, выдирайте. 8-й, какой статус? 20-й, какой статус? 8-й, 20-й, 4-5-0. Но с нюансами. Что? 13-й, 13-й, я 8-й. Блин. 1-300. У нас не было связи с первой группой. Мы ждали, не могли выйти на них по радиостанции. Каким-то обрывком связи мы поняли, что у них уже есть 300. И выдвинулись с точки, на которой мы находились, в их сторону.
дабы подавить противника огнем, чтобы наши парни могли выйти. Они не могут выйти, все. Надо идти туда. Они не выйдут, да вы не помогут. Не в вопле, а здесь с дома со всех сторон не могут понять. Нам надо сейчас как-то сделать, чтобы они как-то, я не знаю. Ребята. Ну будем что делать? Нам надо отвлечь огонь на себя, но так, чтобы вышло 2 человека, чтобы не подставляли группу. Сразу говорю, это рискованно. Никого не заставляю, не хочет, я беру ПКМ и сам. Братуха, терпи. Братуха. Ты сможешь сам выйти? Тихо. Тихо, терпи. Братуха, жить будешь. Куда еще ранение? Сюда, как осколок. Вот там одну забыл. Извини, штаны я тебе новые куплю. Они справа, как и я, прикатал. Да, там где высоковольтные столбы проверь. Парни, работаем, на 13! Давай, молодец, братуха, держись. Держись, братан, держись. Молодчинка. Тихо, терпи. Держись. Все отлично. Все нормально. С ногой будет все. Ты меня слышишь? Да. Сейчас немножечко пощипет. Терпи, братка. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, терпи. Терпи. Открой мне это. Терпи, дядька, покури. Кури и не думай о том, что я тебе тут делаю. Сейчас задачи вернемся к малышке своей поедем. Постоянно разговаривай со мной, пожалуйста. Постоянно, слышишь? Отходит, я вижу один на! Пей. Пожалуйста, пей больше. Сюда! Парни, сюда! Боку! Пацаны, навалили! Бежали! Бордишка на... Так, не отвлекайся, пожалуйста, разговаривай со мной. Терпи. Сюда, салфетку возьми спиртовую. Все. Все. Пум, пошло? Парни! Ползи на меня! Что с ногой? Подвигай ею. Ты чувствуешь ее? Да. Скажи мне, чувствительность возвращается? Давай, через не могу, братан! По нам? Да. Отходи, парни, миномет работает! Все. Давайте кто может нести. Больно, да, я Давай поможем ему. Давай, помоги ему уходить. Сафари, помогай уходить. Самый опасный момент боя, это, наверное, когда мы вытягивали уже раненого. Нам пришлось идти по открытому полю, то примерно расстояние по 2 километра. По нам работал миномет, нам повезло. Метод статянем, отдыхаем, меняем руки и дальше. У нас были гибкие ноши, как-то покрывало с ручками, на которых можно нести там, неважно, раненого, либо условно там какие-то свои личные вещи. Раз, два, три. Все, пошли. Уходим, пацаны. Go! Прикрой. После оказания помощи мы оттягивались, старались перекрывать отход группы. Так скажем, на тот случай, если кто-то будет идти, мы хотели оставить сюрприз для противника. Потому что в любом случае он ушел бы через траншею. Поэтому мы решили оставить подарок. Давай, отходи. После того, как первая группа ушла, мы второй группой остались. Нам нужно было вернуться на одну из своих точек. Мы поняли, что сами мы выйти пока что не можем, потому что перестал работать наш рэп. Было высокое количество дронов.
Мы решили остаться, ожидать. И в тот момент у меня было такое ощущение, что что-то пойдет сейчас не так. Я слышу свист снаряда. Я резко забился в угол, присел, прикрыл максимально голову, слышал попадание. Это был прилет от нас метрах 5 от нашего блиндажа, в котором мы сидели. Задвухсотило, 2 ранило. У одного сломана нога, выкручена в другую сторону. У второго были переломаны ребра, прижата нога и травма головы. После перелета я, так скажем, очнулся, поворачиваю голову, я понимаю, что от блиндажа практически ничего не осталось. Я выбежал на улицу, услышал крики. Это был один из наших бойцов пораненных. Я резко кинулся к нему, увидел, что у него сломана нога, он прижат плитами. Начал оказывать ему помощь. Ленно выходил на связь, потому что надо были донхраты, какие-то приспособления, чтобы эти плиты поднять. У меня уже были мысли снимать себе снаряжение, чтобы быстро добежать до нашей позиции. До нашей позиции было в районе 600 метров. Добежать с подкрепки, то бишь по открытому участку местности. Но в этот момент я услышал голос командира, он мне сказал: не надо оставаться здесь, ты нужен здесь. Начал помогать пораненному. Говорю: друже, прости, сейчас будет больно. Взял за здоровую ногу и пытался его туда вырвать, но у меня ничего не вышло. Я взял нож и начал связать с него снаряжение. И тогда у меня получилось его как-то вытянуть. Было очень тяжело это сделать, он весит прилично и достаточно был внизу, я был сверху над ним. То бишь лежала плита, хора прижата ему головой. Под этой плитой, под которой я был, было 2 наших погибших побратима. В это время второму бойцу наш сапер оказывал помощь, и он был малоподвижный, потому что были сломаны ребра, потом, как оказалось, еще смещение позвонков. Но все же достать его смогли. Наш командир смог тоже выбраться. Он сидел, там в блиндаже, получается, была такая как яма. И когда он услышал свист, он туда скочил, и во время перелета он там оказался, его просто завалило. Он ножом выковыривал землю, чтобы как-то пролезть в эту дырку. За нами приехал на точку эвакуации медевак. Они уже знали, они были готовы, мы им доложили по радиостанции, что у нас 300-е, нагрузили раненых и уехали. Затяните сами его. Перейдите. Сейчас мы выезжаем непосредственно на точку перегрузки, она же и точка дежурства медевака. Это место, в котором осуществляется перегрузка раненых. Она расположена максимально близко к зоне боевых действий, где мы можем работать без прямой опасности. Но там примерно самая дальняя точка перегрузки — это 18 километров, а ближняя точка перегрузки — это 9 километров. Меня зовут Александр, мой позывной ХИП. В полку Калиновского я являюсь заместителем командира медевака, работаю на последнем этапе медицинской эвакуации, а именно реммобиле. Если сравнивать с гражданской жизнью, то это парамедик. Вот. А до полномасштабной войны я служил в СРБ. Я авиационный специалист. Служил в ВЧ-мочулищах, обслуживал президентский борт. Меня зовут Альбертас Глазаускас, позывной дентист. Я боевой медик в медицинской роте полка Калиновского. Я литовец, гражданин Литвы. До войны я жил в эмиграции долгое время в Англии. Приехал в Украину в 2021 году еще, так называемый медицинский туризм. Основная цель была вылечить зубы. Вот, сказали, здесь будет дешевле, вот, ну и гораздо посчитали вот, по деньгам. И хотел заодно посмотреть Украину, очень поездить по разным городам. Ну и началась война, меня война застала в Киеве 24 февраля. Подал заявку онлайн, со мной связались, вот, пригласили на интервью, собеседование, вот, и меня приняли. Тихо, не крутись, спокойно. Остановитесь, пока
Медевак — это в основном медицинская машина, выполняющая, скажем так, крайнее плечо эвакуации. Именно с пехотных позиций раненых в основном вывозят на бронемашинах. С позиций поддержки, таких как минометы, FPV, мавики и другие виды БПЛА, вывозят в основном пикапами либо внедорожниками. Понятное дело, что в таких условиях оказать качественную медицинскую помощь очень сложно, поэтому идет перегрузка на медевак, на уровне которого оказывается вся необходимая помощь раненым. Основная задача кейсовака и бронегруппы — вывести раненого из непосредственных обстрелов и боевых столкновений туда, куда уже может подъехать медицинская машина и оказать полноценную помощь. Мы работаем с переливанием крови, с вводом препаратов, с остановкой сложных кровотечений. У нас по препаратам есть так называемая стенка. Колется практически любому раненому, у которого проникающее. Это противорвотное, препараты, которые позволяют сдерживать тромбы образовавшиеся, антибиотик, противовоспалительное и обезбол в виде парацетамола в растворе. Ну и также опиоидные обезболивающие при тяжелых ранениях. Обычно наша команда эвакуации медицинская состоит из 3 человек. Первый номер — это всегда медик, то есть как минимум фельдшер с образованием. Второй номер — это я. Я могу уже помогать первому номеру. Он дает команды набрать растворы, подключить оборудование для мониторинга пораненного, перевязывать его. На мне лежит задача, если нужно добраться до ранения, то есть снять всю экипировку. Чаще всего это срезается вот такими медицинскими ножницами специальными. Они режут даже металл, срезаются ботинки, срезается все, что нужно. И третий номер — это стрелок-водитель. От взрыва повреждена, походу. Ориентировочное время нашей реакции где-то примерно 30-35 минут. То есть за движение машины за это время можно набрать полностью весь комплекс препаратов, включить все необходимое оборудование, прогреть салон и подготовиться к раненому. Один медевак может перевести одного лежачего и 3 сидячих. То есть раненые даже с массивными крововтратами, они могут быть сидячими, то есть даже с ампутацией руки человека можно перевозить сидя. Например, вот там же, где ты сейчас сидишь, может спокойно располагаться раненый. Самый сложный момент в эвакуации — это непосредственно перегрузка раненого. Вне зависимости с пехотных групп на броню, с брони на медевак, неважно, потому что это состояние машин, когда любой дрон может срисовать тебя, может скорректировать на тебя БПЛА и либо удар артиллерии. Оборудование, которое здесь находится, ну тут могут позавидовать даже наши больницы. В Беларуси так точно. У нас есть и ШВЛ, ШВЛ украинскую, и кислородные концентраторы. Мониторы раненых — прекрасная вещь. Это оборудование, позволяющее следить за основными показателями. Это сатурация, пульс, давление и уровень дыхания. Основа нашего медевака — это каталка, на которая выкатывается из машины, на нее перекладывается пострадавший. Фольга, либо так называемое сос-одеяло, оно помогает меньше терять тепла нашему пациенту. То есть самое главное в нашем случае, в наших погодных условиях, это не допустить переохлаждения. Самая база, да, которая поможет сохранить человеку жизнь и довести его до больницы. То есть если ты не умеешь пользоваться абсолютно ничем, вот этот, скажем так, этот отдел поможет тебе сохранить человека живым, довести его до госпиталя и так далее. Вот. А дальше идет уже расширенный уровень, с которым работают непосредственно медики, прошедшие больше курсов и получившие опыт. Здесь есть различные способы внутривенного, костного доступа. У нас находится
Здесь холодильник, который мы используем для хранения определенных препаратов и перевозки крови для ее переливания. Используется универсальная группа. Обычно до 4-5 юнитов крови мы возим. Но по-хорошему это на одного, максимум 2 тяжелых. Юнит крови это до 650 мл. Это так называемая наша теплуша. Простая вещь, которую вы можете в гражданской жизни встретить как инкубатор для яиц. Мы ее используем для нагрева растворов, потому что вливать в раненого холодные растворы – это ухудшать его состояние и вести его к гипотермии. Карта пораненого — это такой мини-медицинский неофициальный документ, где вписывается в первую очередь ранения, которые обнаружены у бойца, а также какая медицинская помощь ему была оказана по пути. Почему? Чтобы дальше эту карту пораненого с ним передать на стаб-пункт или в больницу, потому что врачи, которые дежурят там, они не знают всей ситуации, они не знают, что произошло. Это помогает без лишних слов, без лишних объяснений дополнительных врачу, тому же хирургу понять, какая помощь ему была оказана по раненому. Сейчас надо все сделать. При работе в движении очень важно это работа непосредственно с водителем, коммуникация и понимание работы водителя. Есть часть операций, которые необходимо выполнять либо в стоячей машине, либо при движении по очень ровным участкам дороги. Такие сложные вещи, как костный доступ, внутривенный доступ. Остальные все операции в целом проводятся в растопырку, то есть ты держишься за стены, за кресло, за раненого и делаешь свою работу. Водители с опытом, они знают, что необходимо будет ранеными, они полностью дублируют информацию нам на дороге. То есть, когда я еду, я знаю, что там через 15 секунд у меня будет спокойная дорога, я могу подготовиться к выполнению какой-то определенной процедуре. Дальше мне водитель сообщает, что будут кочки, ямы и так далее. Я понимаю, что сейчас что-то точечное я делать не смогу, я буду заниматься более обширной работой, чем-то более грубым и так далее. При необходимости работы с остановкой сердца машина останавливается полностью. В таком случае рассчитываются риски непосредственно угроза медеваку, с воздуха в нашем случае, и жизни раненого. То есть бывают случаи, когда медевак находится в той зоне, где остановиться нельзя. Тогда используются все подручные методы здесь, а медевак останавливается уже прям в критических ситуациях. Бровар, брат, ты мне скажи, пожалуйста, оно может прозвучит глупо, но у меня же ноги целые, все нормально? Конечно, у тебя все нормально. Ну, то бишь ничего не будут там, резать нахуй. В основном вывоз раненых происходит по серому, так называемому, то есть на рассветах и на закатах. Четкой смены у нас нету, но есть время, когда ты на дежурстве полноценном, и есть, когда ты страхующий экипаж. Полноценное дежурство у нас длится обычно 3-4 дня в зависимости от потока раненых. Если поток раненого активный, то смена длится, грубо говоря, до первого раненого. Как только поступил раненый, медеваки меняются. Если раненых нету, то это обычно 3-4 дня. Бывает так, что машина простаивает целый месяц и раненых абсолютно нету. Бывает за ночь ты не успеваешь даже смыть кровь, которая здесь в машине. Вымывать медеваки самих себя приходится нам самим, а для этого мы используем перекись, она отлично сворачивает кровь и в целом медевак вымывается. То есть ты заливаешь все поверхности перекисью, ты обрабатываешь спиртом, ты проверяешь пополнение всего необходимого, чтобы у тебя все хватало на следующий еще один выезд, возможно, без заезда на склад. Ну а чувствуешь себя как? Бойцы очень сильно отличаются от на эвакуациях. Мы сталкивались как с агрессией, так и с абсолютным, скажем так, безразличием, когда бойца везешь, он говорит: парни, добейте, меня не надо. Все, прекращайте, хватит. Агрессивно очень часто бойцы получают ранения, находятся в несознательном состоянии. Когда они приходят в себя, они окружены незнакомыми людьми зачастую. Ограничена перевозка, в том числе и оружия на медеваке. Доступ к оружию, к гранатам у раненых сразу же
перекрывается, потому что, придя в себя, человек может наворотить делов. Был момент, когда у нас был очень боец не в адекватном состоянии, ему казалось, что мы враги. То есть мы реально россияне, которые хотим его убить. Нам пришлось нескольким людям его держать, вот, ну, успокоить, ввели ему седативные, успокаивающие препараты, вот, и только после этого смогли с ним нормально работать. Очень многие переживают за свое снаряжение, это, наверное, бич вот этой всей проблемы. Я их понимаю, когда вкладывается много сил, денег, времени в свое снаряжение, ты попадаешь на медевак, с тебя снимается все. То есть в госпиталь мы передаем человека абсолютно голым, без ничего. И там у людей нету ног, но они кричат: ботинки не трогай, я за них 30 тысяч отдал, поставь, верни, все. Естественно, мы это все складываем, возвращаем бойцам, но в таком состоянии, в котором они находятся, им сложно объяснить, что все будет хорошо, все вернется. Вот с медеваком мы передаем раненых в стабилизационные пункты, если это тяжелые раненые, не можем справиться с ними самостоятельно. Либо в случае, когда боец полностью стабилизирован, мы его уже перевозим в госпиталь на, скажем так, более углубленное изучение его ранений и стационарное лечение. Ампутация руки. Да, в сведомости нормально. 12 часов уже ампутация. Сзади чуть осколками посечено, но не критично. Стабилизационный пункт, чаще всего это подвалы, мы их очень хорошо оборудуем, они находятся гораздо ближе к позициям, то есть мы можем, если тяжелый пораненный, оказать ему помощь по дороге и дальше передать его профессиональным медикам. Там есть на стабилизационном пункте хирурги, анестезиологи и других специализаций врачи, которые могут уже в относительно нормальных условиях оказать уже дальнейшую медицинскую помощь пораненному. В стабилизационном пункте зачастую не можно снимать, потому что там локация, она настолько специфична, там постоянно поранены, и там очень мало места, и чаще всего врачи, они не хотят никаких посторонних людей. И туда же также не пускают гражданских, потому что это, опять же, может по соображениям секретности. Есть пункты разных размеров. Обычно туда могут принять тяжелых раненых одновременно 3-4 человека, и одновременно им оказывать помощь, то есть 3-4 пораненным тяжелым им одновременно может оказывать помощь. В стампункте это все, это обычная больница, тоже только как бы очень малых размеров. Там есть дальше место, куда пораненых после оказания помощи, после операции перемещают, то есть такой типа лазарет. Там пораненные уже лежат и ждут дальнейшей эвакуации уже в больницу, то есть это может быть там за 50-100 километров от фронта. Если тяжелое ранение, там, скажем, ампутация, то стараемся до Киева на вертолетах везти. У меня есть 2 ранения, то есть 2 раза я там был в госпитале. Первый раз это еще была контузия, а вот второе ранение, оно уже было потяжелее, потому что после него я долгие месяцы восстанавливался. Я не мог ходить, я ходил потом какое-то время в гипсе, на костылях. Бой был 26 июня 2022 года. Из 9 человек, которые принимали участие в том бою, 4 человек погибли, 3 300-ми удалось выйти до эвакуации, и 2 человек попали в плен. Одним из 300-х был я. Мы должны выдвинуться ночью в определенную точку, доехать, выгрузиться, спешиться и закрепиться на позициях. На этих позициях мы должны были удерживать высоту. Это было окрестности там, Лисичанска, Северодонецка. Есть такой населенный пункт Верхнекаменка. А точнее, это не населенный пункт, это огромный нефтеперерабатывающий завод. Когда мы туда пришли, мы услышали голоса, мы начали запрашивать по рации, там, кто это может быть.
И на тот момент нам по рации сказали, что, скорее всего, это наши силы. Начинайте там тоже закрепляться, окапываться. И в тот момент я, Брест и Чех пошли к ним, думая, что это свои силы, сблизившись там на расстоянии 5 метров. Там была очень плотная растительность. И даже с 5 метров мы слышали их голоса, но, допустим, никого не видели. Просто из-за очень плотной, такой болотной растительности. Завязался диалог, мы пытались выяснить, кто они пытались выяснить, кто мы. И когда уже Иван Брест заговорил с ними на украинском, пытался спросить, з якого вони підрозділу, они отвечали только на русском. И по их тону, по их настороженности я уже в тот момент понял, что сейчас начнется стрельба и надо приготовиться. Через минуту где-то вот этого диалога они открыли первый огонь, мы упали там на живот, на колени кто-то там и начали отстреливаться. Мы начали выходить, я отстрелялся с гранатометов, которые я таскал с собой. И нам надо было, чтобы выйти, сделать последний рывок на склон этого яра. Уже добежали на этот склон. Лег, я увидел тогда, что Брест уже был сильно раненый, что он уже не подавал практически признаков жизни. Был очень плотный огонь по нам, с крупных пулеметов, со стрелковки. Потом в этот момент начали подъезжать танки. По рации я услышал, что у нас едет танковая колонна. Сказали 21 единица техники. Я пытался занять позицию, чтобы отстреливаться. И пока я полз, мне прилетела пуля в ногу. Вот в таких ботинках я находился на тот момент. Они летние, такие легкие. И тут вот присутствует такая перфорация. И когда я уже шел, из этой перфорации струилась кровь. То есть ботинок напитывался кровью, и вот из этих отверстий для вентиляции у меня вытекала кровь. Пуля попала вот сюда, чуть правее от большого пальца. Следовательно, у меня было травмировано 2 пальца плюс часть ступни. Я был ранен и принял решение, что надо как-то выползать. Я уже не боеспособен. Самый сложный момент, когда я получил ранение, я не знал ничего. Я не знал, кто жив, кто ранен, кто не ранен. И в тот момент я понял, если противник совершит быстрый рывок, он либо меня добьет, либо возьмет в плен. У меня с собой была пара гранат, и в этот момент я начал про себя думать, что мне с ней делать. Откинуть ее сейчас туда, за бруствер, подождать, пока ко мне кто-то подойдет и метнуть эту гранату, взорвать себя. И в какой-то момент я понял, что это не вариант, надо что-то делать. И с этой гранатой в руке, плотно зажатой, я пополз до точки эвакуации. Ну, сначала до какого-то укрытия, там, кустов, деревьев. И вот этот момент, от момента получения ранения до того, как я заполз в эти кусты, это, наверное, самые долгие, самые сложные психологически, физически, ментально, минуты, десятки минут, я даже не могу сказать, сколько это было, настолько изменилось восприятие времени. И выбирался до точки эвакуации я примерно около 4 километров. То есть полз я метров 800 примерно и шел пешком потом с раненой ногой, наступая на нее, около 4 километров. Когда я вышел, меня уже встретили наши медики, оказали помощь. Тогда мне начали срезать шнурки с ботинка,
сняли ботинок, и с ботинка выпала пуля. Медик поднял ее с травы и вручил мне, сказал: храни, это твоя пуля. Далее уже на точке меня накрыли спасательным одеялом, сделали там какие-то уколы. Приехала такая бронированная машина эвакуации. Нас загрузили внутрь, положили на койки, там подключили капельницу, и мы уже поехали. Я оказался в городе Бахмут. Тогда это было лето, город находился в глубоком тылу, цветущие деревья, людей, гуляющих в парке. Ну, на тот момент я еще не знал, что мне предстоит сражаться в будущем за этот город, бегать по этим улицам, укрываясь от обстрелов, от пуль. Тогда я ехал на машине скорой помощи до ближайшей больницы, где уже мне сделали рентген, обработали мою рану и отправили уже дальше в город Днепр. Там я пробыл пару дней. И оттуда уже на вертолете я добрался до военного госпиталя в городе Киев. Около 3 месяцев ушло на восстановление. То есть на данный момент это ранение мне практически не приносит никаких ограничений, никакого дискомфорта. Я живу также полной жизнью, если это можно назвать. Если жизнь на войне можно назвать полной жизнью. Ребятам, которые занимаются эвакуацией, я хочу сильно подяковать, поблагодарить, что некоторые говорят, что вот там пехота опасная там, и так далее. Но, как показывает практика, в современной войне, которая идет сейчас, опасность есть для каждого, кто находится на фронте. Это, допустим, показала гибель 2 медиков полка Калиновского летом на Харьковщине. Медицинский экипаж, он является приоритетной целью. Никто не старается добить противника, потому что, получив 300-го, любые группы ударные ждут медэвакуации для того, чтобы была возможность, скажем так, атаковать большее количество противника, как с нашей стороны, так и со стороны врага. Но мы всегда понимаем этот риск, и все осознают, что медики, выезжающие за раненым, их уже там ждут. Были у нас и удары FPV недалеко от машин, также по нам работали ланцеты, но самое, наверное, запоминающее — это прилеты кабов в район дежурств. Это керуемая авиационная бомба. Мы дежурили достаточно далеко от фронта, там было больше 10 километров. Я тогда работал на Кейсоваке. Вот. Мы уже готовились, скажем так, к ночным дежурствам, когда дежурите по несколько часов, остальные все отдыхают. Вот. И буквально в момент, когда ты заводишь себе будильник, прилетает кап. Кап сложно с чем-то сравнить. У тебя сразу трясется все. У меня так получилось, что я находился в близости от окна, и оконная рама прилетела мне прямо в лицо. Буквально пару секунд ждешь второго прилета, потому что по одному они никогда не летают. Стоишь и думаешь, вот хоть бы дом не обрушился, в котором ты сейчас находишься. Прилетает второй кап, у тебя начинает лететь черепица, ты в окно видишь разбитую машину и, скажем так, перемещаешься в укрытие. В такие моменты ложится связь, ложится навигация для того, чтобы повторные пуски не были такими точными. Вот. И ты находишься в таком немножко вакуумном состоянии, когда ни ты не знаешь, что происходит снаружи, ни люди не знают, что происходит с тобой, потому что ни ты не отвечаешь, ни ты их не слышишь, ни они тебя не слышат. Очень многие считают, что медикам оружие не нужно, но на самом деле, как бы там ни было, война, она везде. Самые яркие истории, когда дежурство медиков происходит в частном доме, после спокойной ночи медики просыпаются, второй этаж занят противником. Да, у меня есть граната. Я всегда с собой ношу одну гранату. Это так называемое оружие последнего шанса. Если придет такая ситуация, что меня будут брать в плен, я бы не хотел попасть в плен живым к врагу. Предпочту не достаться живым. У меня философское отношение к смерти.
Поначалу я, конечно, довольно сильно боялся этого, но на войне много моих побратимов, и в том числе я, приходим к такому мироощущению, что мы уже мертвы. То есть, если постоянно будешь думать, бояться смерти, думать о ней, это будет очень сильно мешать работе и мешать твоей жизни, твоему психическому, психологическому состоянию. Поэтому смерть — это, по сути, часть моей работы. Очень тяжело, конечно, когда видишь загиблых побратимов, именно сослуживцев, с которыми там буквально недавно, несколько дней назад еще общался, шутил, общался, а сейчас он уже убитый. И это, конечно, больше всего тяжело. Па-першае, трэба яшчэ забраць цела хлопцаў з нуля, бо, на жаль, не заўжды гэта атрымліваецца. І трэба разумець, чаго будзе каштаваць забраць цела загінуўшых хлопцаў. Таму што гэта місія можа ператварыцца ў тое, што там застануцца лежаць не 3-4 хлопца, а яшчэ больш. Когда мы были в Буче, и Буча была под оккупацией, тело Ильи Литвина не могли достать больше месяца. Ну, где-то там под 2 месяца. И мне было больно. Но я надеялся, что ну, то есть я знал, что придет тот момент, когда под оккупацией Буча перестанет быть, и мы сможем зайти туда и надеяться на то, что там, ну, я знаю, где он лежит, там, да. И ребята действительно зашли. Когда мне показали первые фотографии, что Илья там есть, ну, мне стало легче, да, просто потому что я хотел его похоронить по-адекватному. Когда мы получили информацию про то, что погибает кто-то из наших, например, погиб кто-то из наших, минуя все эти бюрократические моменты, да, первый этап — это один из сложных этапов, это когда нужно сообщать это все родным. Помимо того, что это нужно сообщать очень деликатно, на безопасном канале как-то, да, информирование, то второй момент — ты должен подобрать какие-то слова поддержки для родных. За мое время встречались такие у меня диалоги, когда просто мужественные родители, когда я общаюсь с там, матерью погибшего, и она, ну, чувствуется прямо, что она тебя еще может подбодрить, она в горе, она в печали, но при этом она говорит: я знаю, что вы делаете, вы молодцы. А бывают такие моменты, когда, ну, просто ты пытаешься что-то сказать, а в ответ тишина, молчание, и ты не понимаешь реакцию, да, потому что, ну, люди в горе. И ты иногда себя чувствуешь как каким-то лишним здесь и сейчас. Хлопцы, сегодня мы все собрались, как развітаться, провести остатній шлях нашого поплечника Луча. Звычайна, гэта крэмацыя у большасці выпадкаў. Ці пахаванне у тых месцах, дзе, магчыма, хлопцы жадалі быць пахаванымі, наколькі гэта жудасна не гучыць. Собирается много людей, кто его знал, с кем он дружил, с кем он воевал. Иногда там может играть какая-то музыка, любимая песня этого человека. Одним з перших в своїй справі, коли казати про нашу супольність, білоруську менавіта, він став одним з перших пілотів БПЛА. Больно видеть родных погибшего побратима, больно видеть, если это особенно дети есть, больно видеть там молодых жен, вдов. З усіх добровольців, яких я зустрічала на цій війні, це один з найкращих, найудоволеніших. Як українка, я просто дуже дякую.
тобі лиш. І всім вам, Бог, за те, що ви боретесь разом з нами. Сподіваюсь, ми не підведемо тебе, бо як я лічу, самая великая і правильная шана полеглим, яка може бути з нашого боку, гэта довести розпочатую разом справу до конца. Вось гэтым я лічу наш абавязак перед тымі, хто ўжо прыйшоў наверх і ахараняць нас зверху. Мы павінны працягваць далей справу, а не опускать руки. Не сварыцца паміж сабой, не устраивать разлад, а быць адзінай еднай сілай, той сілай, якая прынясе змены і скончыць справу, завершыць яе да фінала правільнага, за якім мы тут усе сабрались. І я спадзяюсь, што я змагу з гонарам аддаць шану усім нашим ваярам, якія зараз там чакаюць нас. Бо рано ці позна все мы там сустрэнемся. Дякую тебе. И в конце мы читали зарок, то есть молитву, да, нашу, клятву нашего подразделения. Никуда приведи меня лёс твоего вызволения. Никуда приведи меня лёс твоего вызволения. Биться до перемоги за твою свободу. Биться до перемоги за твою свободу. По поводу отправки праха родственникам, если опять-таки речь идет про Беларусь, то, к сожалению, это ведет за собой трудности, сложности, ну, потому что просто могут из этого праха родственников призвать к ответственности, так сказать. Режим Лукашенко призывает к ответственности за то, что прах сына доставили родственников. Это абсурд. Даже сейчас, когда я это говорю, это просто звучит даже абсурдно. Но такова картина сейчас в Республике Беларусь под Владой Лукашенко. Если это все-таки где-то не Беларусь, то возможности есть. В батальёне «Волат» загінулых хлопцаў, а пасля ўжо афіцыйнага развітання яны ў вогнішчы палілі рэчы загінула хлопца. Мы узгадывалі яго жыццё, яго баявы шлях, гісторыі пра яго з яго удзелам. Ну, магчыма, гэта больш такое камусьці як нейкае паганскія такія рытуалы. Але у нас дастатковая частка хлопцаў верыць у Вальхалу ці кажа аб гэтым. На данный момент в Беларуси полк Калиновского признан террористической организацией, и все его члены обвиняются в террористической деятельности. Я рад, что меня там так считают. Власть, которая там есть, для меня это большая гордость. Значит, я на правильном пути. Ціснуць, ну, па-першае, псіхалагічна, праз родных, праз іх сем'і, ціснуць на ваяроў. Ну і зноў жа ж, гэта паказвае, як яны працуюць, у сэнсе таго, што яны на адным зроўні з гестапо, НКВД. Понятное дело, там какие-то там звонки, там предложения, что вот там приедьте, там скажите все как есть, и все будет хорошо, там, и кто первый там из вас, там, добровольцев, там, приедет и сам покается, то все будет хорошо, никого не тронут. Для меня оно уже стало обыденностью. Как вот я же говорю, для меня уже обыденностью стала смерть ребят. А вот трогают какие-то вещи, которые нестандартны для войны, трогают какие-то ситуации с цивильными людьми или же с животными. Вот для меня такой момент был, когда мы на рассвете в Бахмуте пробираемся через огороды,
частного сектора, потому что улицы просматриваются. И мы через огороды подбираемся к краю этой улицы для того, чтобы уничтожить пулеметную точку, дом с пулеметной точкой и противником, с которого открывается обзор на всю улицу, дорогу, получается, этой улицы. И мы проходим дворами, плотный обстрел был, и всю ночь, там бои очень жесткие. И идем, половина домов разрушена, часть каких-то домов горит, и мы проходим через участок, на котором проживала женщина, и они вот до последнего не хотели типа уезжать, она вот точно, до этого еще за неделю-две приходила эвакуация, когда уже фронт подходил, она отказывалась, у нее были коровы. И вот мы идем через эти гаражи, вот скоро там рассвет, у нас задача по темному подойти, по рассвету произвести огневой налет. Горит этот дом, лежат убитые туши коров, некоторые коровы просто по участку метаются, сидит эта женщина, плачет, орет, у нее истерика. Мы проходим, она к нам бежит и орет: мальчики, убейте меня, зачем мне эта жизнь, зачем мне так жить? Просто берет нас так вот, держит и просто умоляет: убейте меня, вы же можете это сделать, вы же можете пристрелить, пристрелите меня. А мы идем, нам надо, мы ее, типа, успокойтесь, подавайте эвакуацию, сейчас договоримся. Вы какая эвакуация? Не надо мне эвакуация. Пристрелите меня, вы же можете пристрелить меня. И эти просьбы об убейте, явно это же было не для чего-то там, как это, показуха, как-то на понт взять. Это искреннее желание человека. Я лишь только постоянно живу с пониманием, что вот мы будем через пару лет вспоминать сегодняшнее время и говорить, как же все-таки хорошо было, не так страшно. В 2014 году казалось, что может быть страшнее Майдана и смерти сотни, 100 плюс людей. Потом начался 2014 год. Что может быть страшнее начала войны вот этой вот АТО. Потом сейчас 22 год. И 2014 год просто по сравнению с 22-м это такая разминка легкая. Что будет дальше, непонятно. Фраза, что это не моя война, не скажу, что я ее здесь слышал бы. В основном люди именно здесь, они обращаются со словами благодарности. Они понимают, что мы могли бы и не участвовать здесь. Как большое количество украинцев, покинувших страну, так и белорусы могли бы сюда не приезжать и никогда бы не почувствовать весь страх и боль, которая здесь на данный момент царит. Это война моя, и я выбрал в ней свою позицию, поэтому назвать ее не моей я не могу. Я понимаю, что если станется так, что падет Украина под натиском врага, следующей страной нападения, это, конечно, будут страны Балтии, в первую очередь Литва. Я пытаюсь защитить Литву, воюя здесь, в Украине, и как-то хотя бы оттянуть время, дать времени подготовиться Литве, вооруженным силам Литвы, на оборону от врага. То в войск, калі б у нас былі іншыя умовы, тады я б, магчыма, прыяднаўся, я б паехаў, ты ведаеш, вось тое, там, а у цябе есть сем'я, ёсць, а у цябе дзеці ёсць, там, а вось калі у цябе будзе некалькі дзяцей, ці там, а калі б у меня не тое, гэта, я б да вас прыяднаўся. Но калі мы жадаем павярнуцца дадому, не толькі мы, ваяры палка імя Кастуся Каліноўскага, нас, на жаль, вельмі мала, а ўсе беларусы, якія прагнуць нешта змяніць у радзіме. Вось мы ўсе павінны зразумець, што наш лёс кожнага залежыць ад кожнага з нас. Чым больш нас гэта зразумее, тым мы хутчэй гэта зробім і з меншымі ахвярамі. Вось гэта пра тое, што наша гэта вайна, не наша гэта вайна. Моя хата з краю, я не ведаю, я не цікаўлюсь. Нічога. Гэта все бачаць, куды ўсё гэта несецца. І гэта да кожнага прыйдзе. І ў нас у Беларусі, якой там ціха, спакойна, галоўнае не лезть у палітыку, нічога не казаць, нічога. Дойдзе да ўсіх, на жаль. Моя конкретная личная миссия, если сейчас глобально так, то я очень бы хотел подружить два народа, Украину и Беларусь. Я хотел бы, чтобы украинская сторона
понимала всю проблематику Беларуси, и хотел бы, чтобы белорусы понимали все реалии Украины, именно все без исключения. Потому что ведь большая есть разница слышать про тревоги в Украине и ощущать это на себе в Украине. Чуть ли не каждый день по 200 шахедов, если гражданку мы берем. Я уже не говорю про поле боя. Многие люди не понимают, не умеют смаковать то, что у них сейчас есть. И вот Украина в этом плане может показать, как плохо может быть в вашей стране. Как может быть плохо в плане того, что на вас могут напасть, у вас могут быть тревоги, вас могут обстреливать, у вас может быть комендантский час, вы забудете про все ночные похождения, будет совершенно другая жизнь. Это невозможно прочувствовать просто из новостей. Этим нужно прожить, чтобы понять, что этого ты не хочешь. Для меня быть бойцом полка Калиновского большая гордость, потому что мы сражаемся на стороне добра. У нас есть идея. Это не просто служба или там война в составе там какого-то подразделения, потому что когда ты находишься в другой стране, воюешь фактически за другую страну, но ты находишься в окружении своих сограждан, белорусов. Это ощущается по-другому, чувствуется какое-то единение, большая близость, братство. Точно мы оставили след в истории, точно сегодня не могут сказать равнодушно украинцы, что эти бульбаши, они же там против нас, тут с них с территории война началась, что в них хорошего. И я горд за то, что мы своей жертвованностью, что ребята, которые пролили кровь, которые поклали свои головы на плаху на плаху смерти, за свободу, они на ваги, на весы, на которых с одной стороны стояло обвинение белорусов в обаяковости, в бездействии по отношению к оккупанту, с территории, наша территория оккупант пошел и начал эти действия. Они на противовес этому поставили свою жертвовность и участие, показав, что нет, белорусы это не просто какие-то инфантильные, амебные там народ, который ничего не может сделать. Люди, которые выходили на первые акции протеста в Беларуси. Вот благодаря этим людям, благодаря их героизму, благодаря героизму тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает нашу честь, отстаивает свою личную свободу и свободу. В целом, я не хочу говорить свободу украинцев, потому что это не только про свободу украинцев. Вот. Они внесли имя в историю белорусов как точно неабыяковых людей. Вось мне ў 2014 годзе нешта не хапіла зрабіць гэты крок. І ў 22 годзе я ўжо не было що думаць і там аб чым думаць. Я яго зрабіў. Я ведаю, на што я здольны. Ну і хутчэй за ўсё гэта сям'я, гэта маці. Я перажываў за яе. Я разумеў, што калі паехаць ва ўкраіну, дарогі ў Беларусь хутчэй за ўсё назад уже не будзе, што я не здолею ёй дапамагчы, а ёй патрэбна была моя дапамога. Ось, але ў 22 годзе, калі яна яшчэ была жыва, усё ж, на жаль, ну, не на жаль, тут не тое слово, а там немагчыма было застацца ўжо ў баку. Так.
Зараз я на ваші питання відкажу. Я думаю, що так. Я такий, як мене в першу чергу виховала моя маці. І у тим ліку я зараз здесь і роблю те, що роблю.